Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, гости моего канала. Меня зовут Светлана, и на моем канале мы разбираем отношения между мужчинами и женщинами. Сегодня я хочу предложить вам тему. Тема будет сложная тема, потому что тема у нас сегодня такая: разведется ли он с женой. Эта тема будет интересна как для жен, так и для любовниц. Поэтому будем, называть вещи своими именами. Я не знаю, каким будет этот расклад, какая к нам сегодня придет ситуация. Что есть, то есть, что покажет, то покажет. То мы с вами и посмотрим, то я для вас и расскажу, та ситуация, которая будет идти в нашем сегодняшнем раскладе. Первый момент, который мы посмотрим, конечно, это прежде всего отношение мужчины, на которого вы смотрите, к браку, с той женщиной, с которой он живет сегодня, то есть с его супругой. Отношение к браку. Смотрите, четверка кубков, да? Четверка кубков. Смотрите, как интересно. Вот по четверке кубков надо сказать о том, что, в принципе, у этого мужчины жизнь проходит однообразно и скучно. Вот если внимательно посмотреть на аркан, то, знаете, здесь все будет понятно. Но человек, собственно, для себя, для своего физического состояния в этом браке многое чего имеет. То есть, например, у него есть дом, да? У него есть, конечно же, стабильное какое-то его настроение, когда он бывает в этом доме. Но для себя, не для брака, а для себя. Он как будто бы в этом доме одинок. Он ест, он пьет, он просыпается, он бодрствует днем, он ходит на работу. Да? Но все-таки четверка кубков говорит о том, что в этой жизни больше всего просматривается он один. Он один. И для полноты счастья здесь, в этом доме, не хватает тепла, уюта и просто-напросто другого человека. Потому что жизнь у него по четверке кубков, она сводится к получению удовольствия им самим, этим мужчиной. И для этого он, понимаете, берет от жизни, что и может ему эти удовольствия давать. Скучная жизнь, другими словами, скучная. Может время проводить дома в молчании или у телевизора, или я не знаю, за компьютером, за монитором компьютера, что-то там рассматривая, чем-то занимаясь, но это скучно. Это скучно, потому что развития отношений нет, и, знаете, на сегодняшний момент времени он даже и не видит возможности выправить ситуацию, как будто бы это уже такое пропащее дело. Но вот такая скука его обуяла. Как он относится к браку еще? Давайте посмотрим. Старший аркан Луна от этого, да, он подтверждает, только поглубже говорит нам о том, что он не видит в этом браке перспектив, однозначно. У него очень много сомнений, у него больше осталось воспоминаний о том, что было, нежели каких-то реалий того, что будет впереди. Вообще он об этом даже не думает. Можно сказать, он махнул на себя рукой, потому что какое-то время ждал, что произойдут изменения, а теперь возможности изменить ситуацию даже он не видит. Поэтому смотрите, как он начинает действовать в своей семье. Он подстраивается под ту среду, в которой живет. То есть он нашел себе нишу, нашел себе уголок, в котором он сидит, его никто не трогает, и он занимается своими собственными делами. Да? Но практически Луна – это еще и одиночество. Луна – это еще и, опять же, тоска, о которой я говорю. Да? То есть понятно, что он большую часть времени проводит один. Вот так он относится к браку, его отношение к браку. То есть брак для него одиночество, брак для него мутная ситуация, в которой нет света в конце, нет просвета. Что происходит сейчас между его женой, пожалуйста, и им, да?
между ним и его женой. Башня, старший аркан башня. Ну, потому что такие арканы, которые выпали, то, что я вам рассказала, да, в самом начале, ничему хорошему и не могли привести. Поэтому старший аркан башни, о чем он говорит? Это разрушение. Это разрушение того, что было. Здесь от этой ситуации, понятно всем, нужно бежать. Нужно бежать, потому что ни к чему хорошему этот брак не приведет. И у него нет будущего. И вот когда сейчас я спрашиваю о том, что между ними ничего. Между ними ничего, потому что башня, потому что брак их рушится, потому что мир, в котором они жили, да, и который, по сути дела, их к браку привел, он сейчас совершенно вот эти краски поменял. Поэтому смотрите, вопрос у нас, разведется ли он с женой, да? Выпадают арканы, которые говорят о том, что человек об этом думает, которые говорят о том, что сейчас их вместе возле себя, возле друг друга удерживают только, ну, можно сказать, официальные отношения. Это, пожалуй, единственное, что между ними осталось. Это штамп в паспорте, это отношения на бумаге, потому что он давно внутри своей семьи, рядом с этой женщиной, одинок. Как он видит ее? Давайте посмотрим, как он видит ее, эту женщину, как он видит ее. Смотрите, а он тоже понимает, что для нее, в свою очередь, эта ситуация тоже неблагоприятна, потому что она тоже имеет право любить, и он это понимает, потому что она тоже имеет право жить хорошо. Жить эмоционально, жить на всю катушку, жить развернуто, жить полноценно. Он это понимает. Но на сегодняшний момент он видит ее заточенной в клетку, потому что она по 9 меча тоже не может, понимаете, реализовать все свои желания. Причем ни с ним, со своим супругом, ни с кем-то другим. Потому что, по сути дела, связано так же, как и он, обязательствами брака. Поэтому нам показывают, что она сидит в клетке, в золотой. Это золотая клетка, их дом, их совместная семья. Поэтому вот такая ситуация. Но, знаете, здесь очень схожая его эмоциональное состояние и ее, этой женщины. Как он видит ее, да? Ну вот так. Он видит ее. Хотя он видит и прекрасно понимает, что она заслуживает любви. Потому что королева жезлов, но на сегодняшний момент времени она ему не интересна. И нам уже об этом сказали. Но нужно отдать должное ему, да? Он все-таки видит ее тоже достойной на любовь и достойной на свою собственную самодостаточную жизнь. Но вот так между ними просто-напросто не сложилось. Как он видит любовницу, ту другую жену? А она спокойная. Он видит ее спокойной, уравновешенной. А на фоне этого спокойствия он видит ее еще очень сильной, могущественной. Поэтому смотрите, какая у нее характеристика, да? Любовница спокойная, не делает никаких резких движений, все шаги ее будут точные, грамотные, выверенные. Это даже, можно сказать, образец поведения. И образец поведения в хорошем смысле слова, потому что она на самом деле действительно никогда не истерит, а ведет свою жизнь и свои отношения с этим человеком очень спокойно. Все-таки умеренность еще и плюс карта чувств, то есть чувства между ними есть. И он видит, что она к нему ровно относится, очень хорошо. Но в то же время женщина очень непростая. Ее спокойствие кроется в ее силе, а сила ее велика, потому что по старшему аркану маг это действительно сильная духом женщина. Кроме того, та, которая умеет не только себя подтянуть, но и всех, которые вокруг нее, может даже построить, скажем так. Она очень уверенная в себе,
она любит себя. По старшему аркану маг может даже знать, знаете, чуть больше других. Чуть больше других. Почему? Потому что все сферы жизни ей открыты. Женщина очень непростая, очень такая, знаете, харизматичная, классная. Классная, да, но и властная. И властная. Как он видит ее еще, давайте посмотрим. Ну, почему она властная, почему у нее такая натура, почему она спокойна, властная, знаете, такая величественная. Ну, потому что она в этой жизни победитель. Скорее всего, по жизни она привыкла так себя вести. Работа у нее на людях. Она, возможно, возглавляет эту работу, то есть начальником, может быть, какого-то звена на своей работе. Ну, на нее смотрит большое количество людей. Ей приходится выступать, ей приходится управлять этими людьми. Она человек довольно публичный, да, но у нее очень хорошо все получается, и в этом ее плюс. Сейчас она на волне. Сейчас она, знаете, на пике своего развития. Вот почему и старший аркан маг на нее попал. И вы знаете, такая уверенная в себе железная леди. Прекрасно, прекрасно. Действительно, мимо такой не пройдешь, потому что даже если и повеет от нее, знаете, таким холодком, то это только еще больше раззадоривает такую женщину иметь рядом с собой. Потому что это действительно нужно заслужить и уметь с этой женщиной общаться, потому что ей нужно уметь соответствовать и даже служить этой женщине, очень непростая. Вот так он видит любовницу. Что держит его сегодня возле жены, потому что они находятся в браке? А по большому счету ничего, потому что 5 пентаклей – это кризис отношений, ничего их не держит, даже уже материальное не так важно. Сторона этого дела, да, потому что 5 пентаклей говорит о том, что они давно научились распоряжаться своими собственными ресурсами, финансами. Это одиночество вдвоем, одиночество под общей крышей. Практически ничего их не держит. Что держит возле любовницы, да, этого человека? Что все-таки его заставляет все время возвращаться? Ну, это любовь. Он любит любовницу свою, этот мужчина, женщина, любит по-настоящему. Любит по-настоящему и хочет избавиться от всех преград на пути к их любви. Почему? Потому что между ними страсть. Потому что он потерял голову от нее. В этой любви, которую он испытывает к этой женщине, он потерял голову. Он ничего в своей жизни, кроме нее, не видит. Он ничему и никому, кроме нее, не хочет служить. И ему очень сложно с той ситуацией, которая сейчас есть, справиться. Он бы и хотел от этого, может быть, избавиться, да? Но не получается, потому что его держит старший аркан дьявол. Но вот так. Вот так. Знаете, возможно, да, как вариант, здесь и может быть, что вот нам маг выпадал на эту женщину, он, может быть, знаете, даже сам понимает, что она какие-то чары на него свои навела. Возможно, косвенно есть арканы мага-дьявол, которые указывают на то, что, да и королева жезлов здесь у нас была, эта женщина, то есть любовница, да, может воспользоваться, ну, скажем так, услугами такими, да. Но это как вариант. Это как вариант. Вы эту ситуацию лучше знаете. Но она может, потому что маг. Может быть, кстати говоря, она самоведущая. Очень может быть, вполне. Что-то ей дано было по ее роду. Да? Такая вот она, поэтому в себе уверенная. Как вариант, но это не обязательно. Так, ну давайте же будем смотреть самый главный вопрос, ради которого мы здесь собрались и смотрим этот расклад. Будет ли на самом деле развод? Будет ли на самом деле развод? Да. Да, дело идет к разводу. Будет, потому что, во-первых, ну, здравый смысл к этому уже подвел. Во-вторых, все тяжело, и ситуацию с женой восстановить уже невозможно практически. И здесь нужно обновление, здесь нужна как будто бы, знаете, реинкарнация такая, да. И старший аркан смерть говорит о том, что да, нужно либо идти в новую жизнь, либо уже здесь погибать в старой. Но король меча и трезвые мысли
говорят о том, что смысла в старом оставаться нет, в старых отношениях. Из них нужно уходить, потому что ничего, кроме тяжести, они не дают. Поэтому, да, ответ на наш главный вопрос: он разведется с женой. К этому дело уже идет. К этому дело идет. Так, хорошо, давайте посмотрим, что по итогу у него будет с женой. И что по итогу у него будет с любовницей. И что по итогу будет с любовницей. Так, смотрите, какой интересный вариант событий. Начнем с того, что по итогу будет с любовницей. Да? Ну, во-первых, перспективы их совместной общей жизни. Во-вторых, не все так легко в этой новой жизни с любовницей ему будет даваться. Почему? Потому что, как я сказала, той женщине, которой является она, нужно уметь соответствовать. И я сказала сразу о том, что ей нужно уметь служить. Поэтому нужно быть к этому готовым. Человек должен себя перепрограммировать, как будто бы перекодировать. Будет нелегко, о чем говорит девятка жезлов. Нужно будет впрягаться в эту новую жизнь и этой новой жизни соответствовать. Поэтому не все будет даваться сразу на блюдечке с золотой каемочкой. Нужно будет очень для своего счастья потрудиться. Но все-таки по судьбе, да, идет, что счастье он получит, привыкнет, приспособится здесь, в этой жизни с ней. Так, что будет с жене? Смотрите. Что его будет возвращать в этот дом, но, как сказать, возвращать, да? Это не то, чтобы отношения закончатся, он уйдет и все. Нет, он будет возвращаться. Он будет возвращаться именно в этот дом, он будет возвращаться в семью, именно к членам семьи. Здесь речь идет о детях, скорее всего. Поэтому он будет помогать детям материально. И если они есть в этой семье, но нам показывают, что есть, он будет участвовать в жизни детей, в их воспитании. Для этого будет стараться находить общий язык с супругой, потому что будет подбирать к ней варианты, да, по восьмерку пентаклей. Будет подбирать варианты, но это все-таки чувства, которые он будет проявлять вот в их основы семейственности. А основы семейственности, насколько нам показывают, это дети, которые есть. И вот смотрите, да, он понимает, что судьба не безразлична его детей, которые остались у него в семье, потому что идет карта судьбы. Поэтому как матери своих детей он помогать будет, но будет делать это большей части, знаете как, по четверке меча на расстоянии. Но будут моменты, когда он будет приходить, следить за развитием, да, событий, которые там у них происходят. То есть это не совсем отрезанный кусок, скажем так, да. Ну, это его выбор. Может быть, это и правильно, как он считает. Но, скорее всего, так, наверное, и правильно, как бы и должен поступить настоящий мужчина. Поэтому помощь оказывать будет, да. Но и колесо фортуны, оно показывает о том, что здесь развитие событий будет. Но больше всего на расстоянии. Почему? Потому что все-таки он устал от этих отношений. Все-таки знаете почему? Они реально сейчас уже ему это показали, что он в них не может. Вот так. Вот так. Ну, а на дне колоды была двойка жезлов. Двойка жезлов говорит о том, что он ищет себе пару. Вот эта женщина, которая рядом с ним была, жена, она ему не пара, как он считает. Он ищет себе именно пару, и для этого он сделает все возможное. Потому что уж очень тяжело, понимаете, в семье. Ну, не видит он там никаких удовольствий, а хочется любви. Хочется любви, хочется, чтобы рядом была любимая женщина. Даже дно колоды говорит об этом же. Ну что ж, мои дорогие, вот такой сегодня для вас был расклад. Я не знаю, насколько он вам резонирует. Пишите, пожалуйста, в своих комментариях. Здесь в этом раскладе будет, я понимаю, две стороны.
Одна сторона довольная, скажем так, другая сторона недовольная. Но, поверьте, от меня мало что зависит. От меня вообще ничего не зависит в ваших собственных жизнях. И вы это понимаете. Просто я разложила для вас карты. Просто я говорю то, о чем здесь идет речь. Я простой переводчик с языка Таро на русский. Поэтому, знаете, мои хорошие, не нужно меня иногда обвинять в том, что я на стороне любовницы или на стороне жен. Поверьте, мне счастье каждой женщины. Но я просто рада, когда люди счастливы. Счастье каждая находит в своем. Кто-то как любовница, кто-то как жена. Я абсолютно здесь на это не могу никак повлиять. Никаким образом. Поэтому вот так, не нужно как бы об этом и думать, и об этом вам размышлять, потому что я независимое лицо. Я просто показываю ситуацию такой, какая она есть. Таро именно для этого и существует. Ну что ж, пишите свои комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать своевременное оповещение. Кстати говоря, напишите, пожалуйста, получаете ли вы оповещение, те, кто подписан, девочки, напишите, пожалуйста, получаете ли вы оповещение о том, что выходят новые видео, потому что что-то на YouTube сейчас какая-то идет неразбериха, поэтому мне интересно знать, вы получаете оповещение или нет. Ну, на сегодня все. До свидания. Всего самого доброго. Всем добра, здоровья, удачи.